Привет! Вы знаете мультфильм «Смешарики»? Я очень люблю и часто смотрю его. Это не только мультик для детей, но и для взрослых. Но как преподаватель всегда думаю, можно ли рекомендовать его иностранцам? Если да, то какому уровню? Я не понедельник. И вот что заметила. Носитель и иностранец, особенно в этом мультике, могут слышать одинаковые слова, но понимать их по-разному. Почему так происходит? Давай разберем это на примере одного эпизода. Сначала смотрим, потом комментируем. Вот, послушайте! Ночь, покой, луна, вода, вдохновения больше нет и не будет никогда. Проживи хоть 1000 лет. Ну как? Мрачноватенько. Так и надо. Это шедевр, а не какие-нибудь там хихоньки да хахоньки. Ночь, покой, луна, вода. Ай да бараш, ай да овечий сын. Ночь, покой, луна, вода. Голубы, сюда. Эпизод начинается с того, что Бараш, поэт, читает свое стихотворение друзьям. Он говорит: «Вот, послушайте, ночь, покой, луна, вода, вдохновения больше нет и не будет никогда. Проживи хоть 1000 лет». Ну как? Вот, послушайте! Ночь, покой, луна, вода. Вдохновения больше нет и не будет никогда. Проживи хоть 1000 лет. Ну как? В этих строчках носитель 100% услышит известное стихотворение Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека». Ведь каждый русский ребенок читает и изучает его в школе. Сравните. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так, исхода нет. Полный текст стихотворения с нашими комментариями вы можете найти на канале. Ссылка в описании. Ну как? Мрачноватенько. Так и надо. Это шедевр, а не какие-нибудь там хихоньки да хахоньки. Бараш спрашивает друзей, что они думают о стихотворении. Ну как? Мрачноватенько. Так и надо. Это шедевр, а не какие-то там хихоньки да хахоньки. Медведь по имени Копатыч говорит мрачноватенько. Здесь носитель слышит некую иронию. Он прямо ему говорит, что стихи мрачные, грустные, но при этом делает это мягко, по-дружески, мрачноватенько. Бараш отвечает: «Так и надо». Это не просто выражение, но и эмоции. Бараш говорит со страстью. «Так и надо». И последняя конструкция хихоньки да хахоньки. Так обычно мы говорим о чем-то несерьезном, пустом и поверхностном. Все хихоньки да хахоньки, ничего серьезного не делаете. Ночь, покой, луна, вода. Ай да бараш, ай да овечий сын. В этих строчках мы слышим известные слова, которые говорил Пушкин. Когда он написал произведение «Борис Годунов», он написал своему другу: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Таким образом, он выразил восхищение собой, своим талантом, своей проделанной работой. И так сейчас мы можем говорить в момент, когда хотим похвалить кого-то или себя, а также отметить отличную работу. Ночь, покой, луна, вода. Голубы,
сюда. А на этом сегодня все. Изучайте не только русский язык, но и пространство, в котором вы хотите говорить. Удачи! Пока-пока!